Всем привет! Сегодня поговорим о древней письменности славян. По официальной версии принято считать, что кириллическую письменность славянам дали Кирилл и Мефодий. По моей версии, самая древняя письменность у славян были руны. Потом было придумано несколько видов письменностей – ижица, глаголица, буквица, кипу и арабская вязь. Глаголица была латинизирована в официальном IX веке, и этот процесс латинизации нам преподнесли как составление алфавита Кириллом и Мефодием. Давайте почитаем старинную книгу, чтобы во всем разобраться. Книга называется так. Слов кигна, славнош, словенскож, младости, діяким или рикским, итальянским изговором направлена, с науком и трудом Жозипа Дьюрани. Дата римскими буквами, что в переводе 1793 год. Попробуем перевести. Слово «слов кигна» я записал как «слов книга», иначе не переводится. Переводчик определяет этот текст как хорватский. Буква книги, славная славянская, молодость, диаким или риким. Итальянское произношение, исправленное наукой и трудом, Иосип Гюрин. Латинское название книги я переводить не буду. Кто силен, ставьте на паузу и читайте. Листаем книгу в самый конец. Читаем заголовок раздела. Алфабетии и лиричи. Перевод «Алфавит и лирики» или «Иллирический алфавит». Иллирика или иллирица, в зависимости от произношения, это область в современной Хорватии. Вот что про нее пишут. Иллирия. Древнее название западной части Балканского полуострова, которую населяли иллирийцы. Провинция Римской Республики, основанная на месте Иллирийского царства. Из этого фрагмента мы узнаем, что Иллирика или Иллирица были частью Римской империи, соответственно, мы можем понять авторство этой языковой реформы. По моей версии, кириллица – это ошибочный перевод или трактовка местности или региона Иллирица. К названию этой местности добавили «к», и получилась кириллица. Потом буквы «Л» и «Р» поменялись местами. А что же Мефодий? Мефод – это метод. Method. 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 Метод написания глаголицы латинскими буквами, придуманный в римской Иллирике. Еще хочу добавить, что в истории есть немало примеров, когда результат труда коллектива авторов, а то и целого НИИ или завода, выдают за результат одного талантливого и рукастого человека. Как пример, Леонардо да Винчи, Иероним Босх, Джованни Баттиста Пиранези, Кулибин, а некоторые имена исторических личностей не являются таковыми. Например, тот же Кулибин, Кулиба, левая рука, предположительно предприятие, завод или НИИ находилось на левом берегу реки. Уильям Шекспир, Шейкпир, быстрое перо. Меркатор, мерил карты. Голдштейн, золотой камень. Братья Люмьер, люмен – свет. Даже Эйнштейн переводится как первый камень. Читаем книгу далее. Вот интересное стихотворение. Простор Жежика Иллирицкого, Иллирикия Жежик славны, до латинских краях редом. Давайте переведем без переводчика. Простор языка иллирийского, иллирийский язык славный, до латинских краев соответственно. Переводчик перевел примерно так же. Обратите внимание, что не кириллический язык, а иллирийский язык. Читаем следующую строчку. Alphabetum divi hieronimi, vulgo glagoliticum, алфавит святого Иеронима, широко известный как глаголица. Дополнение. В открытом доступе есть информация, что глаголицу придумали в IX веке предположительно Кирилл и Мефодий. То есть Кирилл и Мефодий придумали и кириллицу, и глаголицу. Сразу возникает вопрос. Зачем понадобилось придумывать сразу два новых алфавита в одно время? Еще важно помнить, что все правила русского языка, времена, рода, падежи, склонения одинаковые и в глаголице, и в кириллице. Кто-то же эти сложнейшие правила придумал, а в официальном IX веке была сделана лишь замена символьной части.
По моей версии, глаголица более древняя письменность. Это можно проверить следующим образом. На глаголице известны около 10 старинных документов, а на кириллице миллионы документов, что, на мой взгляд, говорит о том, что после латинизации глаголица постепенно вышла из обращения, хотя некоторые использовали глаголицу и в 20 веке в качестве тайнописи. Изучаем книгу далее. Кстати, откуда в типографии конца XVIII века оказались наборные элементы, литеры с глаголицей? Ведь вроде как глаголица на тот момент уже давно вышла из употребления. Или все это было не в IX веке, а гораздо ближе к нашему времени? И кто в то время в Италии знал грамматику буквицы? Еще в той типографии были литеры с русскими буквами и с латинскими. Обратите внимание, ошибок нет. То есть составители знали как минимум 5 языков или алфавитов – глаголицу, хорватский, русский, итальянский и латинский. Далее нам предлагается ознакомиться с буквами и произношением глаголицы, которая звучала так же, как и старославянские буквы – аз, буки, веди, глаголь, добро, есть и так далее. Новый алфавит, который мы сегодня знаем как кириллица, не был придуман с нуля. Сколько сотен, а может тысяч лет к тому моменту существовала глаголица, неизвестно. Изменение глаголицы на иллирицу можно назвать языковой реформой. Например, Отtomанская империя в 1930-х с арабской вязи перешла на латиницу, а Узбекистан в 2020-х с кириллицы перешел на латиницу. Одни и те же звуки глаголицы были записаны другими символами, все остальное осталось прежним. Грамматика тоже. Интересно, что современная грамматика почти соответствует той старинной грамматике. Кому интересно, страницы из книги выложила в Телеграме и Бусти. Цифры в глаголице также записывались буквами с надстрочным символом «с». Что вообще известно про глаголицу? Есть ли памятники этой письменности? Вот тут начинается чехарда с датами. Официальная информация: Кирилл и Мефодий создали славянскую азбуку в 863 году. Но спустя 200 лет документы продолжают писать на глаголице, сейчас об этом узнаем. Башчанская плита – одна из старейших и наиболее значительных из сохранившихся глаголических памятников. Датируется рубежом XI и XII веков. Плита была найдена в 1851 году при раскопках в романской церкви Святой Луции в деревне Юран-Двор рядом с поселком Башка в южной части острова Кырк. Также известны киевские глаголические листки, киевский миссал, самая древняя из дошедших до нас старославянских глаголических рукописей. Написано чернилами на 7 листах, хорошо выделанного пергамента, датируемых в основном X веком или даже концом IX века. Лишь первая страница более позднего письма и содержит другой текст. Есть и другие документы, написанные на глаголице того периода. Это официальная информация, из которой мы узнали, что глаголица – это IX-XII век. Возникает вопрос, почему, например, киевские листки были записаны глаголицей, а не кириллицей? Раз уж мы заговорили о Киеве, то давайте вспомним про первую золотую монету Древней Руси – златник весом около 4 грамм, чеканившийся в Киеве князем Владимиром Святославичем с 980 по 1015 год нашей эры. На этих монетах текст выбит буквицей. Я думаю, вы тоже задаетесь вопросом, почему на монетах кириллица, а в текстах глаголица? Или монету надо передвинуть в другой временной период? Мне стало интересно, существуют ли монеты с глаголицей? Старинных монет нет. Тогда возникает вопрос с текстом на скифских монетах. Разберем их датировку. Скифы – западное название народа Чудь, сарматы – западное название славян. Россия прежде называлась Скифией. Также Скифия – это античное название города Москвы. Официально скифы исчезли в IV веке нашей эры, то есть до изобретения кириллицы. Но тогда на скифских монетах должна быть глаголица или руны. Однако на скифских монетах мы видим не глаголицу или руны, а буквицу,
Также на картах конца XVI века мы видим Скифию, что говорит нам о том, что на рубеже XVI-XVII века мы можем соединить историю Скифии и историю Руси. Думаю, об этом надо сделать отдельное видео. Аналогично с древними мозаиками. Все они не на глаголице или рунах, а на буквице. То есть скифские монеты и античные мозаики были сделаны с официального XII века до одного из потопов. Какая еще письменность была у наших предков до глаголицы? Пожалуй, самая древняя письменность, которую можно увидеть в наши дни, это руническая письменность. Руна – это уникальный способ сохранения информации. Одна и та же руна несет разный смысл в зависимости от соседних рун и контекста. Сохранилось примеров письменности рунами довольно много, особенно в горах. В том числе и в России на камнях писали важную информацию. Для того, чтобы она сохранилась в памяти. Отсюда у нас слово «памятник». Об образцах славянской письменности далеко от современной России, в частности, в Европе, писали книги в XVIII-XIX веках. Я их выложу в Telegram. В этом видео давайте перечислю самые интересные. Шутырадская руническая надпись князя Аскольда, найдена в Болгарии у села Ситово, близ руин древнего города Шутырада. Признана официальными учеными как докириллическая письменность. Аскольд – легендарный варяг, киевский князь в 864-882 годах. Правил совместно с Диром. Рунические камни деревни Лопуховка Саратовской области. Церковь конца 17-18 века была построена на рунических камнях. Местные жители рассказали, что до 1950-х годов рунические камни стояли рядом с церковью, а потом пришел приказ от партии, и эти камни были скинуты трактором во враг. А вот камень, откопанный рядом с церковью, на котором гораздо лучше заметны руны. В дальнем конце пещеры Колокольная, Челябинская область, есть рунические письмена. Для сравнения, внизу признанные рунические письмена. Еще одно место, где можно увидеть славянские руны, это пирамида в Боснии. Под пирамидой прорыта сеть каналов, и где-то в центре пирамиды есть камни с руническими письменами. Также камни с рунами есть в Эрмитаже, но специально обученные люди заявляют, что они тюркские. Как это поняли, непонятно. Лично я считаю, что это историческая диверсия. Что еще можно сказать о древней письменности? В Южной и Центральной Америке была письменность кипу. Информация передавалась с помощью завязывания узелков. Есть версия, что арабская вязь – развитие узелкового письма только на бумаге. Не просто так она называется вязь, от слова «вязать». Подсмотрел эту версию у Виктора Максименкова. Арабский язык – отдельная тема. Его еще называют чарамутным, по-другому тайным языком воинского сословия Скифии Руси. Араб. А – это отрицание. Раб – это раб. То есть не раб, воин. Эту тему активно изучал Николай Вашкевич и написал об этом книгу. Есть целый ряд слов, имеющих одинаковый смысл, но в русском читаются слева направо, а в арабском справа налево. Согласно исследованиям арабиста Николая Вашкевича, все непонятное в русском языке мотивируется через арабский и наоборот. Например, акула по-арабски значит «прожорливая», баран – «невинный», бык – «рогатый», жаворонок – «хлопающий в воздухе крыльями не летя», сорока – «воровка». Все непонятные слова и выражения других языков в конечном счете восходят к русскому языку или арабскому, независимо ни от истории, ни от географии. Арабский и русский языки образуют единую лингвистическую систему, и созданы они были таким образом, что если погибнет один язык, то его можно будет восстановить через сохранившийся язык. Только пояснением, приведенным выше, объясняется арабская вязь на древних шлемах и оружии русских царей. Были на Руси также монеты, на которых была арабская вязь на одной стороне, а на другой буквица. У воинского сословия было привилегированное положение, и когда он расплачивался, то клал монету арабской вязью вверх. Продавец понимал, что перед ним воин, и ему товары продавались по более выгодной цене. Официалы и эту тему перевернули и исказили. Они заявили об ордынских деньгах, о подражании ордынским деньгам и о прочих своих фантазиях.
Кстати, мне много писали подписчики, что в Российской империи в XIX веке знали два языка – арабский и русский, и это было нормой. В XVIII-XIX веке были православные молитвы, написанные арабской вязью. Они и сейчас есть. После различных катастроф все перевернули с ног на голову. Все подчиняется одной цели – разделяй и властвуй. А на этом все. Думаю, было интересно. До новых встреч. Пока.